coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую, товарищи! С вами Холдем. И вот она, та игра, которую я обещал. Что-то новенькое. Ну, как говорится, хорошее — это давно забытое старое. Вот. Да, я думаю, большинство, конечно, уже забыло об этой игре или помнит и играет до сих пор, я не знаю. Ну вот я решил сыграть в нее. Тут текст, конечно, есть, там есть ивентики, но их не так много, как в новеллах. И я хоть от этого отдохну и смогу заняться именно экономикой. Вот. Попытаемся спасти Советский Союз от развала и, конечно, попытаемся остаться на социалистических рельсах и не перейти в рыночную экономику, а то будет очень плохо. Из-за этого давайте, погнали. Такс. Какой, давайте с самого конца. Так. Горбачев сразу идет нахрен. Реформатор, противник старой гвардии, сторонник демократизации. Разумеется, мы пошлем нафиг этого лысача. Громыко тоже пойдет нафиг. Умеренный политик со стажем, уважаемая личность. Мы ее тоже пошлем нафиг. Тут дальше идет вот два варианта. Это Виктор Гришин, консерватор, брежневист, сторонник компромисса, тоже идет нафиг. И вот. Григорий Романов, наш выбор, консерватор, неосталинист, противник реформ. Романов не решился уезжать на дачу в Палангу во время болезни Черненко, вследствие чего и Громыко не решился рискнуть и взять на себя ответственность как за Горбачева, так и за руководство страной. Гришин самоустранился от выдвижения, и Романов с минимальным перевесом голосов возглавил страну. Это наш выбор. Понятно, мы ничего не можем. Первые ивентики нам придется пройти. Первые вступительные. Вот. История ГДР. 17 июня 1953 года массовые беспорядки в ГДР из-за продовольственного кризиса, сверхиндустриализации и появление среди советского руководства желания объединить Германию как демократическое нейтральное государство. Ситуацию усугубили действия американских спецслужб, заброска диверсантов, использование агитмашин и западно-германских властей, переброска в Восточный Берлин мирных протестующих из Западного Берлина. Толпа захватила здание ЦК ЦПГ и дом правительства. С Бранденбургских ворот было сброшено красное знамя. Было разгромлено и сожжено здание таможенной службы ГДР. После ожесточенного штурма были захвачены штаб-квартира Национального фронта, Центральный совет профсоюзов и дом общества советско-германской дружбы. Это вот доказательство вам показывает, какие мирные демонстрации были в ГДР. Мирные. И, конечно же, да, именно. Многие сразу спросили, нет, это все фальсификации, то-то, но вы уже, думаю, все понимаете, что все эти митинги, которые происходят, например, вот это именно митинги и захваты зданий происходят из-за финансирования западных стран и тех же самых спецслужб американских. Конечно, мы задействуем армию для противодействия митингам. Вмешаться всеми возможными силами, тут заменили все. Раньше тут было раздавить их на гусеницах. Понятно, почему они сменили. Способствовать смене власти на умеренных. Разумеется, это ни в коем случае. Пропустить предыгровые события. Нет, мы не будем. Мы задействуем армию для противодействия митингам. Не будем слишком сильно портить отношения с Западом, да и с самим населением ГДР.
И что такое? А, вот, все. Что-то чуть-чуть залагала игра. 18 июня. Первый секретарь ЦК СПГ Вальтер Ульбрихт обратился за военной помощью к Советскому Союзу. Советские войска в течение нескольких часов блокировали государственную границу ГДР. Решительные действия танковых колонн охладили пыл военных приготовлений Запада. Введенные в Восточный Берлин танки были встречены выстрелами и бутылками с зажигательной смесью. Не получившие приказ открывать огонь советские солдаты были оглушены руганью и скандированием «Иван, убирайся вон!». Толпа затянула гитлеровский гимн. Впрочем, в открытые боестолкновения с танковыми частями генерала Гречка вступить никто не решился. Полумиллионная толпа демонстрантов разошлась, ситуация была взята под контроль, пострадавших минимум. Это вам еще доказательство, именно, что это именно народ ГДР. Конечно, именно. Это обычные люди. Сейчас просто взяли и начали кидать бутылки в советские танки. И еще и петь гитлеровский гимн. Вот так вот. Буду надеяться, еще мой навык еще не пропился. Я еще что-то помню. Но вы не злитесь, если мы все-таки проиграем эту кампанию. Мы ее продолжим, если я увижу, что вам понравилось. 23 октября 1956 года. Контрреволюционный мятеж в Венгрии, вызванный подрывными действиями группы Имре-Надя и ошибками, допущенными руководством страны при проведении индустриализации. Вооруженные боевики атаковали государственные и партийные учреждения по всей Венгрии. Будапештский горком ВПТ был взят штурмом и сожжен. По всей стране начались массовые убийства коммунистов и сторонников дружбы с СССР. Правительство Имре-Надя поддержало мятеж и объявило о распуске ВПТ и выходе Венгрии из Варшавского договора, призвав НАТО защитить венгерскую демократию. Армия и немалая часть партаппарата также примкнула к инсургентам. Однако критическую к Надю позицию занимают не только все страны Варшавского блока, но даже Югославия, после того, как Надь не внял вразумительным советам Тита по прекращению кровопролития. Задействовать армию, понятно. Задействуем армию и подавляем мятеж. Под давлением маршала Жукова, Молотова и Кагановича было решено вмешаться в ситуацию и подавить мятеж. По инициативе Кадара и Мюниха и других венгерских коммунистов были предприняты шаги к созданию нового правительства, которое призвало в страну советские войска. Вечером 3 ноября на военной базе Тёкёль было арестовано военное командование путчистов, после чего части особого корпуса начали выдвижение к Будапешту и другим крупным городам страны. Венгерская армия разбежалась, побросав оружие, после чего сопротивление банд фашистов было быстро подавлено. Новую партию левых сил ВСРП возглавил бывший сторонник Надя, перешедший на сторону СССР после начала кровопролития повстанческими силами. Лидером ВРСП стал Янош Кадар, бывший верный друг Надя, который провел чистки как правых, так и левых элементов
Имре Надь пытался укрыться в югославском посольстве, но был выдан по нашему требованию и казнен вместе со всеми соратниками. Ситуация взята под контроль. Кое-что скажу, такая небольшая ремарочка. Этот самый... Сейчас. Янош Кадар, он вообще... Вы не думайте, он нифига не добренький и пушистенький. И он ни в коем случае не социалист. Он просто вовремя перешел на сторону СССР. И он не будет проводить социалистических реформ, он будет, как сказать, он будет примерно таким же, как, например, нет, какой? Я не могу вспомнить. Кто там во главе-то Венгрии был? Диктатор-то. Я не помню. Извиняюсь, конечно, но я не могу вспомнить, кто там во главе был. Но просто скажу, этот Янош Кадар не является нашим сторонником. И о его верности постоянной можно не думать. Он 100% пытается когда-нибудь нам в спину нож воткнуть. В Советском Союзе все еще остаются силы позиции религиозных культов, особенно православия. Однако, как вам известно, когда Юрий Гагарин был в космосе, он не заметил никаких следов существования Бога. Или как минимум так утверждают наши пропагандистские плакаты. В любом случае, это ли не подтверждает основополагающих тезисов марксизма и научного атеизма? Подтверждение основополагающих тезисов марксизма и научного атеизма. Гагарин не наш бог. А так можно, что ли? Я бы хотел посмотреть на такое. Разумеется, мы усиливаем атеистическую пропаганду, потому что в то время именно... Это у нас, конечно, сейчас можно сделать именно такое светское государство, а тогда силы именно православия в СССР были очень сильны. И их нужно было подавлять, потому что они могли легко вставить палки в колеса и спровоцировать, например, какие-нибудь террористические акты в стране. Государство начало новое наступление на религию. Милиция закрывает храмы и мечети. Верующих исключают из КПСС, комсомола. В киноторговой сети широко распространяется атеистическая литература. Религиозная же изымается из библиотек и отправляется в госхран. В университетах читают публичные лекции о выдуманности Бога. Религиозные организации, в первую очередь РПЦ, все сильнее подпадают под влияние диссидентов. Как-то не странно, но РПЦ всегда были диссидентами. И без подавления они ими являлись. Давайте дальше. Буду надеяться, видео не... можно сказать, я не буду все видео, просто вот эти вот первые ивенты читать. С 1967 года ситуация в Чехословакии начала дестабилизироваться. Реформистские силы, большая часть которых ранее была членами социал-демократической партии, вошедшей в состав КПЧ, перешли в наступление на консервативное руководство КПЧ, требуя проведения широких реформ. С начала 1968 года развернулась борьба фактически уже внутри высшего эшелона партийно-политического руководства государства, в которой СССР поддержал молодого реформатора Александра Дубчика, считавшегося просоветским политиком. В январе 1968 года тот стал первым секретарем ЦК КПЧ. Однако после перехода к власти он начал резкие реформы, включавшие в себя отмену социальных гарантий, переход к рыночной экономике и критику Советского Союза по радио и газетам, подрывающие позиции КПЧ преобразования фактически вели к выходу Чехословакии из Варшавского договора и краху социалистического строя. Руководство СССР и всех стран Восточной Европы попытались мирным путем уговорить Дубчика прекратить их, но тот надеялся на поддержку НАТО и еврокоммунистов и Китая. Отказался от любого компромисса.
Тогда речь зашла о силовом вмешательстве. Это еще доказательство именно, что первое время пытались все мирно решить, а не сразу злой, и Советский Союз сразу напал на Чехословакию и ввел войска. Его пытались вразумить. И из-за этих реформ, которых он проводил, Чехословакия, как я думаю, большинство знает, была одной из самых развитых стран соцлагеря, и она вообще обеспечивала Советский Союз и все страны соцлагеря холодильниками и другой техникой. Вот так вот. И народ там жил очень даже хорошо. А как только начали вводить эти рыночные реформы и в буквальном смысле отменили социальные гарантии, конечно же, все пошло по тренде, и люди начали, разочаровываться в КПЧ. Вот. Конечно, задействовать армию. Нет, угрозами ни в коем случае он нас не послушает. Да я не хочу, чтобы он реформы проводил, подавить их. Это, если вы не знали, Пражская весна, если я ничего не путаю. Непосредственно перед вводом войск министр обороны СССР Гречко позволил своему чехословацкому коллеге Дзуру предупредив о готовящейся акции, предостерег от оказания сопротивления. В 23:00 20 августа войска СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии под командованием генерала армии И.Г. Павловского пересекли чехословацкую границу. Существенного сопротивления оказано не было, а словацкое население, в частности крестьяне, даже радостно встречало советские силы, как гарант сохранения социальных благ, отрекаясь от чешских руководителей. Все руководство Чехословакии было арестовано и вывезено в Москву. Новое во главе с консерватором Густавом Гусаком начало откат реформ, в чем получила поддержку словацких умеренных реформаторов во главе с Василием Беляковым, который до того был соратником Дубчика, но не принял дальнейшую антисоветскую и антисоциалистическую направленность реформ. После исчезновения сил Дубчика Чехословакия наконец-то была преобразована из унитарного государства в федеративное. Вот так вот. И снова доказательство, что советские войска вообще даже встречали как героев. И еще плюс это словаки. Словаки, да, вот. Встречали советских солдат как героев. Вот так вот. Вот такие вот дела. Ну еще плюс при помощи Советского Союза, можно сказать, Чехословакия превратилась в федерацию между именно Чехией и самой Словакией. Ну, денег у нас нет, мы ничего не можем сделать, пока что будем просто ивенты щелкать. Просто щелкаем ивенты. Вот, Косыгинская реформа. 1965 с 1965 по 1970 годы реформа Либермана, поддержанная Косыгиным, разработанная еще при Хрущеве под сильным влиянием венгерских реформ, она предусматривала расширение хозяйственной самостоятельности предприятий, объединений и организаций, широкое использование методов материального стимулирования, повышение непроизводственных расходов и ввод в плановую экономику принципа рентабельности при сокращении плановых показателей. Либерман оценил издержки на проведение своей реформы в стоимость бумаги, на которые будут напечатаны соответствующие указы. Идея же указ была задвинута на дальнюю полку. Разумеется, никакого венгерского опыта. Еще одна ремарочка. Из-за этих косыгинских реформ, отмены именно сильного госконтроля за предприятиями, как раз таки из-за этого происходил дефицит, потому что люди именно, например, в 90-е, когда именно проводили все эти фиговые реформы, извиняюсь, я ошибся, в 80-е годы из-за этих реформ, из-за ослабления контроля предприятия просто отказывались продавать произведенные продукты по
государственной цене, потому что она была слишком маленькая для них, и они хотели ее по большей цене продавать, именно эти продукты. Из-за этого полки и пустели. А все это из-за реформ и ослабления государственного контроля. Вот что и произошло. Вот к чему приводит ослабление роли государства. В Советском Союзе вот к чему это привело. Конечно, нет, разумеется, нет. Перевести взгляд партии на идею автоматизации. Конечно, это будет долго, да, это будет долго, но это лучше. Сентябрьский 1965. Пленум ЦК КПСС отклонил доклад Косыгина и соглашаясь с необходимостью проведения реформ. Неожиданно для многих принял решение о возвращении к проекту автоматизированной системы управления экономикой ОГАЗ, предложенной в 1962-1964 годах академиком Виктором Глушковым. 23-й съезд КПСС санкционировал начало ввода автоматизации управления промышленными предприятиями, после чего началось создание на заводах АСУ и сети специальных вычислительных центров, связанных друг с другом. Однако результаты это даст еще не скоро. Вот он минус. Ой, блин, минус 50. Да. Тихо, давайте-ка я кое-куда зайду. Я могу вообще что-то делать? Совет министров, я могу что-то менять? Нет, я ничего не могу пока что. Госстат. Сколько у нас? 70. Ну, блин, ничего не сделаешь. Ой, прошу прощения. Ну, давайте пошлите дальше. Ничего не поделаешь. Космическая гонка. 1975 год. Космическая гонка, начавшаяся в 1957 году, нами де-факто проиграна, несмотря на наши великие достижения. Первый спутник, первый пилотированный полет, первый выход в открытый космос, первая посадка на космический объект, первая фотография Луны и Венеры. Американцы высадились на Луну, отфотографировали Марс и отправили аппараты к Юпитеру и Сатурну, и тем самым вырвали у нас победу. Теперь, когда мы вынуждены тратить громадные средства на поддержку союзных соцстран и уровня жизни нашего народа, у нас почти не осталось свободных средств на эту гонку, да и особой пользы от нее нет. И не представится в ближайшие пару веков. Многие уже не видят в ней никакого смысла. Так, может, стоит ее прекратить? Честно, я согласен на дружественное перемирие с США. Дружественное перемирие, потому что если... это трата денег. Как бы мне не хотелось бы прекращать эту гонку, но лучше просто мирно ее закончить. Исследование космоса, конечно, мы не будем сворачивать, но зато это не будет какая-то прям гонка, где мы должны быть первыми всегда. И отношения с США улучшим. Как ни странно, мне нужно хорошие отношения с ней держать, чтобы она не требовала от меня денег. 15 июля 1975 года. Первый совместный международный пилотированный полет и стыковка космических аппаратов двух государств. Экипажи Томас Стамфорд, Венс Бранд и Дональд Слейтон, Аполлон, Александр Леонов и Валерий Кубасов, Союз-19. Общее время полета в состыкованном состоянии 46 часов 36 минут, в ходе которых были проведены ряд научных экспериментов. Вот так вот, мирно закончили гонку. Зато и денег не потратили, так-то лучше. История. Исламская революция. 1 апреля 1979 года. Первая в истории исламская революция, завершилась свержением парламентского режима шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.
в Иране. К власти пришло шиитское правительство во главе с Аятоллой Хомейни, настроенное равно как против США, так и против СССР. Оно начало внедрение законов шариата и репрессии против монархистов, демократов и коммунистов, многие из которых были казнены. При этом в Иране была проведена культурная революция, а частный сектор экономики национализирован, что подтверждает движение страны по некапиталистическому пути развития. Но надо припомнить, что она против нас все равно. Хоть бы она не проводила какие-то национализации, она против нас. Мы будем разорвем отношения и поддержим коммунистических партизан, потому что где-то к 80-м у нас появится ивент, где мы сможем вторгнуться в Иран при помощи партизан. В Иране продолжаются массовые репрессии как ответ на рост партизанского движения. Оппозиция различного толка при этом как ответ на рост партизанского движения, оппозиции различного толка. При этом усиливается роль корпуса стражей исламской революции. К 1984 году вся оппозиция была сломлена. Наблюдается рост антисоветских настроений в обществе. Но не бойтесь, это не страшно, скоро все будет решено. Пожалуйста, извиняйте за то, что кот орет. Пожалуйста, перестань орать, Соня. Не мешай мне записывать. Ой, боже мой. Так, давайте продолжим. Такс. Дело следующее. История Владимир Высоцкий. Известный бард Владимир Высоцкий, придерживающийся оппозиционных, но не прозападных идей, становится все популярнее и популярнее, особенно среди советской молодежи. Его творчество совсем не попадает под наш идеологический цензор, ведь он всячески высмеивает и критикует нашу партию. Однако Высоцкий пользуется большой поддержкой в народе. Его концерты собирают десятки тысяч слушателей. Пластинки с его записями раскупают тысячами, а на фильм «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл главную роль, всегда собираются большие очереди. Нужно что-то предпринять, ведь даже партийцы начинают слушать его песни. Честно, вы сейчас скажете, именно я хочу запретить ему выступать, но арестовывать мы не будем. Потому что он деятель культуры. Что он знает о экономике? Он что-то там говорит. Почему вы должны давать ему площадки для его выступлений, если он вообще никак не связан с экономикой? Он деятель культуры. Так почему он должен сейчас что-то там говорить? Про экономику, политику, если он с ней не связан. Ну серьезно, подумайте над этим. Из-за этого мы запретим ему выступать, но арестовывать мы его не будем. Зато он не будет морочить голову нашим гражданам своими высказываниями. Все концерты Высоцкого были отменены. Фильм «Место встречи изменить нельзя» снят с показа. Милиция проводит рейды по рынкам, конфисковывая пластинки и кассеты с песнями опального барда. Не имея возможности выступать легально, Высоцкий начал организовывать подпольные выступления, так называемые квартирники. Появились многие недовольные данным запретом. Когда 25 июля 1980 года Высоцкий скончался, 108 тысяч человек, 108 тысяч поклонников его творчества провожали своего кумира в последний путь, а иностранные СМИ опубликовали многочисленные некрологи. Советские же газеты в связи с проходящей в эти дни Московской Олимпиадой хранили молчание. Во-вторых, кое-что скажу, а почему советские газеты должны были писать про этого деятеля? Ну, умер он и что? Умер он и все. Ну, блин. Да, вот его проводили, мы же не мешали этому. Зачем нам нужно писать о его смерти еще во время Олимпиады? Ну, оцените важность. Гибель Барда и Олимпийские игры. Ну, блин. Понятно, что будет важнее именно
о них писать, чем о гибели какого-то там певца. 1980 год. Политика Эдварда Герика, польский кризис. Вот он. Эдварда Герика, возглавлявшего страну с декабря 1970 года, привела Польшу к полномасштабному кризису. Первоначальные успехи, рост национального дохода на 9,8%, промышленного производства на 14%, потребление на 8,7%, реальных доходов населения на 7,9%, а заработной платы на 6,0%. Массовое строительство жилья, наполнение рынка бытовой техники и автомашин техникой, наполнение рынка бытовой техникой и автомобилями, массовое строительство жилья стали следствием активного кредитования на Западе, что вызвало рост польского госдолга до 25,5 миллиардов долларов в 1980 году. Процентные ставки были резко подняты, что заставило правительство поднять цену на большинство ТНП, в частности мясо. Товары народного потребления, если расшифровать. Это вызвало массовые протесты, которые возглавил ТН профсоюза «Солидарность». Профсоюз «Солидарность». Герик ушел в отставку, не сумев восстановить порядок, а его преемник нет социализма. В социалистической экономике там до сих пор нету. И из-за этого, конечно же, из-за этих социалистических и рыночных реформ, когда они совмещали это,
они не смогли решить главные проблемы, которые, конечно же, опять же таки, как и говорилось, скоро появятся. И это будет очень неприятно. Саманта Смит. Ноябрь 1982 года. Администрация Рейгана угрожает СССР и раскручивает маховик гонки вооружений. Начав программу СОЙ, генеральный секретарь ЦК КПСС публикует в газете «Правда» жесткую статью, в которой угрожает США. Эту статью с большим портретом товарища генсека перепубликовывают журнал «Таймс». Журнал «Тайм». И ее прочитала одна маленькая девочка, которая была сильно напугана. И, решив не верить на слово лживым империалистическим СМИ, она написала письмо, в котором прямо спрашивает о проводимой нами политике. О проводимой нами политике. Вот тебе и доказательства сейчас. Вот это вот. Как там? Где? Адама Смит. Саманта Смит девочку зовут. Во. Саманта Смит прямое доказательство того, что Советский Союз никогда не был тюрьмой народов. А все те, кто об этом кричат и сегодня, и тогда именно пропагандировали, это лжецы. Потому что, как вы понимаете, разумеется, мы приглашаем туристов в СССР. Пригласить и завербовать. Давайте пригласим и завербуем. Письмо Саманты было опубликовано в газете «Правда». И честно, вот. Ее поездка была прямым доказательством того, что все именно доводы СМИ США, Европы, это все просто ложь. Они просто клеветали на Советский Союз. Письмо Саманты было опубликовано в газете «Правда» с комментарием: «Почему вы хотите завоевать весь мир? Или, по крайней мере, нашу страну?» Спрашивает Саманта Смит из города Манчестер, что в штате Мэн. Думается, Саманту можно простить в ее заблуждении. Девочке всего лишь 10 лет. Однако товарищ генеральный секретарь не оставил ее письмо без внимания и лично написал ей ответ. Из него Саманта узнала о нашем миролюбии, в котором ей было предложено убедиться самой. После приезда мы отправили ее в специальный пионерский лагерь, наполненный внештатными сотрудниками ВЛКСМ и КГБ. Вследствие этого по приезду в США она дала интервью, в котором выяснилось, что в США уровень жизни намного хуже, чем в СССР. Отношения с Западом охладились, однако весь мир теперь узнает об ужасах империализма, и наши диссиденты притихли. Впрочем, вскоре она трагически погибла в авиакатастрофе, а ее слова начинают потихоньку называть нашей пропагандой. Предгробые события Блин, надо было просто пригласить. Это обидно. Надо было просто пригласить, а не завербовывать. Ладно, ничего не поделаешь. Ну что ж, давайте теперь совет министров. Что уж поделать, я все прям не знаю. Я не знаю, что надо делать. Министр иностранных дел. Эрнац Шеварднадзе. Новое политическое мышление. Грузинский хитрый лис, новое лицо дипломатии, симпатизирует Западу, улучшает отношения США и Франции за счет повышения уровня либерализации. Андрей Громыко. Сдерживание США, понижает военную силу США и либерализацию. И отношения с Францией, Китаем и США. Нет. Существование, дипломат-реформатор, ставок общественного дома и пояса безопасности. Сохраняет нейтралитет во внешней политике. Никаких положительных или отрицательных эффектов к отношениям с ведущими мировыми державами. Отношения с США улучшаются за счет увеличения уровня либерализации умов. Дружба с Китаем. Улучшает отношения с Китаем за счет увеличения расходов на задабривание китайских делегаций. Отношения с Китаем, но нам они нужны. Из-за этого давайте все-таки возьмем. Дальше что у нас? Министерство внутренних дел.
Выход КБ-сторонник. За счет понижения лояльности республик. О, это полезно. Дотационная политика увеличивает лояльность союзных республик за счет увеличения расходов. А, я уже знаю, что я сделаю. Вадим Бакатин мы сделаем. И сейчас мы в Госстат. И поднимем налоги. Опа! Ты-ды-дыщ. И так вот мы аннигилируем вот эти два дебафа. Совет министров оставим так, получается. Министерство обороны. Сергей Соколов. Улучшение жизни солдат. Повышает лояльность солдат за счет уменьшения силы армии. Не нужно. Невмешательство. Улучшает отношения США и Франции за счет понижения силы армии. Не очень приятно. Милитаризация тоже не очень. Дмитрий Язов, линия партии. Очень осторожный ветеран. Задействует черту другого министра в зависимости от лидирующей фракции партии, но действует на 50% менее эффективно, но не может поддержать заговор против вас. Михаил Моисеев. Оккультизм. Но оккультизм нам, конечно, недоступен. Блин, что же взять? Дмитрий Язов, Евгений Шапошников. Блин, это неприятно. Ну, давай пока что оставим все как есть. Давай оставим так же. Так, Государственный плановый комитет. Николай Байбаков. Задействует черту другого министра. Так. Юрий Масленников. Максимальный доход. О, вот, увеличение за счет понижения лояльности республик. Упор на гонку вооружений, это невыгодно. Ветеран советской индустрии. Увеличивает силу армии за счет понижения ВПК, тяжпрома и легкопрома. Нет, невыгодно. Увеличивает конкурентоспособность за счет понижения ВПК, тяжпрома и легкопрома. Разумеется, мы это выкидываем нафиг, это не нужно. Обеспечение ТНП и роскошь за счет минуса к тяжпрому, ВПК и ЦХ. Байбаков. 50 менее эффективно, заговор против вас. Лев Воронин. Блин. Ну давай попробуем. Давайте максимальный доход. Буду надеяться, я не ошибусь. Андрей Громыко. Ну, оставим себя, конечно, понятно. Подождите, а это мы даем на... Да, понятно. Ну, понятно, мы у власти, мы будем там сидеть. Председатель Совета Министров Николай Тихонов. Подход. Увеличивает доходы. Так и оставим, значит. Гайдар Алиев, разумеется, нет. Увеличивает силу консерваторов, понижать либерализацию масс за счет повышения уровня коррупции, разумеется, нет. Николай Рыжков. Увеличивает силу реформаторов за счет повышения конкурентоспособности за счет падения ВПК, легкопрома и тяжпрома. Разумеется, ни в коем случае нет. Это нам не дано. Иван Архипов. Продвигает консерваторов в Верховный Совет. Не нужно. Омоложение кадров тоже не продвигает реформаторов в Верховный Совет. Тоже не нужно. Леонид Абалкин. Разумеется, тоже нафиг. Министерство промышленности СССР. Юрий Беспалов. Упор на Химпром. Так, Сергей Афанасьев, Виталий Лев Рябин, Владимир Величко. Упор на экологичность. Увеличивает уровень экологии за счет понижения ВПК, легкопрома и тяжпрома. Это не нужно. Упор на тяжелую промышленность. Наращивает ВПК и тяжпром за счет ЦХ. Виталий Коновалов. Упор на производство. Увеличивает ВПК, тяжпром и легкопром ценой снижения ЦХ и услуги. Лев Рябев. Увеличивает легкопром за счет ВПК и тяжпрома. Так, тут мы все уже поставили, да? Да, это уже было. Так, тут мы все расставили. За счет увеличения расходов, это все понятно. Мы все это аннигилировали. Так, давайте секретарь ЦК. Евгений соратник Брежнева, считающий необходимым выполнять волю высшего начальства. Задействует черту другого министра. Ладно, это тогда забудем.
глава разведывательного управления. Иван Петр, военный. Повышает силу армии за счет понижения отношений с США. Борьба с Западом за счет сильного повышения расходов. Доктрина Брежнева понижает революцию в странах Варшавского договора. Вот хорошо, так и оставим. Извиняюсь, конечно, но нужно мне тут все проверить. Секретарь ЦК комсомола. Линия партии есть. Так, ладно, окей. Перекос в сторону за счет легкопрома. Увеличивает конкурентоспособность за счет понижения цеха, разумеется, нет. Механизация. Поднимает конкурентоспособность за вот это вот так. Подождите, у меня еще тут был, кажись. Так, это увеличивает силу армии. Нет, это все было. Тут мы уже все расставили. Давайте другого. Так, кто у нас еще тут? Вот, своих сил. Коррупции. Нет. Так, где? Упорно тяжело. За счет цеха. Виталий Канилов. Увеличение ВПК, тяжпрома и ценой снижения цеха и услуги нет. Увеличить уровень экологии нет. Увеличение легкопрома за счет ВПК и тяжпрома. Лев Рябьев, а там, а где у нас тут? Тут у нас, кажется, кто-то другой. Вот тут где-то. Выезжает реабилизацию, это все было. Комитет государственной безопасности. Умеренное вмешательство, разумеется. Или вообще прямое вмешательство. Да. Понижает коррупцию, оппозицию и либерализацию умов. Это полезно. Плевать на свободы. Так, кто тут? Николай Губенко вообще повышает уровень образования и либерализацию умов. Понижает уровень образования. Сусловский метод пропаганды. Ну, мы оставим так. Ну, давай вот так. Повышение уровня образования тогда уж. Пофигу. Улучшает цеха за счет ВПК и тяжпрома. Так, с ВПК легкопрома увеличить уровень экологии нет. Ну, давайте тогда у нас уже Юрий Баспалов останется. Вот так тогда и оставим. Ну, кажется, я всех расставил. Все. Академия наук, это все потом. МВД, Верховный Совет, Госстат мы все сделали. 1 рубль, ну пофигу. Тьфу, подожди, ну все реально, да, нормально все. Совет министров, ну да. Да, все верно. Да. Увеличение расходов. Так, тут все было, да? Увеличение доходов, максимальный доход. Ну ладно, все, хватит. А то так целую вечность я просижу, кликая туда-сюда. Буду надеяться, я не напортачил с министрами. Давайте еще пару ивентиков, и я думаю, можно закругляться. Больше плюрализма. Теперь, когда мы пришли к власти, приходит осознание того, что в партии недостаточно людей определенных реформистских взглядов. И наступает время решающего шага, вашего шага. Вы можете поддержать молодую и, возможно, прогрессивную неокоммунистическую партию Советского Союза. Тайно. Конечно, да. Конечно. Тайно. Конечно. Да и выпустить Тарасова из психологической лечебницы. Вы также можете вернуть Исапалы, Яковлева или Косолапова. Первый в свое время выступал против ввода войск в Чехословакию и имеет тесные дружественные связи с британской монархией. А второй способствовал восстановлению Молотова в партии, был оттеснен за свой ярко выраженный сталинизм и предречение возможной контрреволюции.
А еще вы можете продолжить дело Андропова и сформировать специальную экономическую комиссию Абалкина, тем самым подготовив фундамент под экономические реформы. Как ни странно, мы, разумеется, берем Косолапова. О, тут еще можно вот за троцкистов сыграть, но мы не будем. Мы возьмем, разумеется, Косолапова. Еще кое-что скажу. Вот. Ладно, сейчас прочту. Ричард Косолапов, главный редактор журнала «Коммунист», был включен в состав Политбюро 26-го созыва, после чего по его протекции были реабилитированы опальные Григорий Маленков и Лазарь Каганович. С возвращением им партийных билетов и льгот бывших членов Политбюро. Он уже отправил вам письмо, в котором предлагает политическую реабилитацию антипартийной группы антипартийной группы как явление, использование сталинизма в противовес нарастающему реформаторству в рядах партии и отмену конвертиков для партаппарата. Вот и хорошо. Так, деньги есть, но их немного. Мы ничего сделать пока что не можем. Денег у меня нету. Надо первым делом мы будем увеличивать, разумеется, не армию, административные ресурсы, их надо сразу увеличивать как можно быстрее, потому что правопорядок, все это надо увеличить прям до неимоверности как. Оно поможет нам удержать республики при себе, чтобы они сильно не бунтовали, а то они будут самыми главными, кто будет мне вставлять палки в колеса, заразы фиговы. Так, лицо номер 2. Товарищ, теперь, когда вы пришли к власти, вам необходимо утвердить неформальное второе лицо страны, секретаря ЦК КПСС по идеологии, который де-факто будет вашим заместителем, а также будет осуществлять курирование Верховного Совета СССР и руководство идеологической работой партии. Выбор достаточно широк, и все эти люди могут оказать огромное влияние на жизнь нашей страны. Ваш выбор? Разумеется, понятно тут. Слишком жесткие кандидаты неприемлемы для госаппарата. Громыка, разумеется, нет. Не надо мучить старика, он все равно неприемлем для госаппарата. Ну ладно, Косолапов сталинист. Ричард Иванович Косолапов, доктор философских наук, профессор МГУ и главный редактор журнала «Коммунист», твердый противник рыночных реформ, ранее выдвинувший теорию о том, что развитого социализма в СССР никогда не было, а страна только движется к построению социализма, обычного, являющийся сторонником Иосифа Сталина, уже продвигает наверх верных идей сталинизма людей. Идеально. Так, что тут? Верховный Совет. Сталинисты потихоньку поднимаются, это хорошо. А мы же, кажется, мы можем еще увидеть других чувачков. Но мы не будем ничего делать, просто оставим все так, как есть. Все как есть. Деньги появились? Вообще что-то не появляются. Ой, блин, почему? Ты чё? Здрасте, извиняюсь за некоторую ошибочку. Я, дуралей, нечаянно нажал на кнопку остановки записи. Ну вот, все, мы вернулись. Я именно поправил все как обычно. И я думаю, мы как раз таки и закончим здесь. И уже в следующей серии, возможно, мы продолжим пытаться спасти нашу страну от развала. Попрошу вас, пожалуйста, подпишитесь именно, нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на канале первыми. Нажмите на лайк, если вам понравилось, напишите комментарий с мнением, предложением игры, я постараюсь на все ответить. Распространяйте видео в социальных сетях, если хотите. Переходите в нашу группу в Дискорде, я буду рад видеть новых членов в нашей небольшой семье. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.